Ну что, размерчик детский, но на самом деле весело. Обожаете устрицы и электронную музыку? Тогда вам точно нужно на Губернаторский остров. Попасть на остров можно на пароме, и путь туда займет ровно 5 минут. Для начала уже знакомый вам по предыдущим выпускам Battery Park, куда можно добраться на поездах 1, R или W до остановки Whitehall Street или South Ferry. Как альтернативой можно воспользоваться поездами 4 и 5 до остановки Bowling Green. Далее следуем указателем к выходу к South Ferry. И от терминала на Staten Island поворачиваем налево. Вот в это вот здание. Остров доступен по будням с 10 до 6 и по выходным с 10 до 7. Последний паром на остров отправляется в 4:15 и в 5:30 соответственно. Цена вопроса $3 с человека, ну а для тех, кто в режиме прям жесткой экономии, по выходным на первые 3 парома можно попасть бесплатно. Всю эту информацию вы все равно не запомните, поэтому просто зайдите на gulfisland.com, где есть и расписание, и календарь мероприятий, и даже карта острова на русском языке. Погнали! Про 5 минут это я, конечно, погорячился, скорее это 10-12, но остров действительно близко. Ну вот он, остров, рукой подать. Помимо местных, обожающих остров, иногда попадаются и вот такие случаи. Отчаянные туристы с чемоданами. Вообще, для многих нью-йоркцев Губернаторский остров – это лето. А лето – это Губернаторский остров. А все потому, что остров открыт в теплое время года, с мая по октябрь. Как-то быстро мы приплыли, а я даже не успел вам рассказать о том, что Governor's Island – это национальный парк и своего рода городской оазис без машин. То есть, по сути, это возможность выбраться из шумного мегаполиса, при этом его не покидая. Блин, здесь просто нереальная атмосфера, обожаю это место. Смотрите, как здесь круто. Будь то активный отдых или просто желание зарелаксить и повтыкать на городской горизонт, здесь на острове каждый найдет что-то свое. Нарезать круги по острову можно 2 способами. Пешком или взяв в аренду велосипед. Для этого, правда, придется немного пройти вглубь острова. Или вот такую велокарету. Ну или самый простой способ – это воспользоваться ситибайком, тем более они находятся прямо у причала. Все это как-то очень похоже на декорации к какому-то фильму об одноэтажной Америке. Может, потому что конец сезона, а может, потому что это обычный будний день, но оказалось, что сегодня на острове почти все закрыто. Ну, прям реально все. Сегодня на острове нет никого. Такое впечатление, что весь остров мой. Yes! 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 Забегая наперед, скажу, что здесь постоянно проходят какие-то мероприятия и спортивная движуха. EDM и джаз-фестивали, марафоны, бесплатные сплавы на байдарках по выходным и еще куча всего интересного. Но обо всем по порядку. Люди, вы где вообще? Ау! Даже во время карантина вас будет здесь больше, я знаю. Я проверял. Зато в выходные здесь абсолютно другая картина. А кое-где даже очереди. Самое время отправиться в пустующий по будням, но порой забитый под завязку по выходным ресторан Island Oyster. Как-то несколько лет назад одно популярное нью-йоркское издание написало о том, что здесь находится лучшие в городе устрицы. Ну, в общем, можно им поверить, а лучше всего проверить, так ли это. Думаю, надо пробовать все.
общем, не то, что я хочу показаться патриотом, но нью-йоркские устрицы из Лонг-Айленда, по-моему, самые лучшие, несмотря на то, что они самые дешевые в меню. Ну вот, теперь совсем другое дело. Можно дальше продолжать изучать остров. Мимо местных огородов, мимо строек и бутафорских декораций отправляемся на хайк. Это вам, конечно, не Лос-Анджелес, но в Нью-Йорке есть, пусть и маленький, но зато свой хайк. Прощай, мой пивной живот. Вот мы на самом верху, а теперь внимание, самое главное. Вот такой потрясающий вид открывается отсюда, с самой верхней точки острова. Кстати, отсюда тоже можно посмотреть на статую свободы. Не на вот эту бутафорскую, а на настоящую. Ну, надеюсь, бинокль у вас всегда с собой. О том, как посмотреть на статую с более близкого расстояния и о бесплатном пароме можно узнать из предыдущего выпуска. Там еще есть и другой холм, поменьше. Сейчас покажу. Он бессмотровой, но лично мне он нравится даже больше. Тут как-то и тропинка поаутентичнее, что ли, и людей на второй холм забирается обычно меньше. Но и вид с него ничем не хуже, чем с основной смотровой площадки. Устал я хайкать. Кстати, помните мою отчаянную попытку сделать фотку с вертолета с ногами, болтающимися над статуей свободы? Полная, конечно, фиаско, но я так просто не сдамся. Попробую хотя бы вот так. Для тех, кто интересуется историей, на острове целых 50 заброшенных строений, среди которых 2 военных крепости – Форт Джей и крепость Уильямс. Считайте, что это почти что местный Форт Бойард. Крепость построили в 1807 году, чтобы отбиваться от британской армии во время войны 1812 года. Но британцы так никогда и не напали на Нью-Йорк, поэтому позже, во время гражданской войны, крепость переоборудовали в тюрьму для конфедератов. Ну, помните, юг против севера и так далее. А еще ходят слухи, что здесь до сих пор живут привидения повешенных узников. Например, конфедеративного пирата Джона Йейтса Бойля. Если просто побродить внутри для вас недостаточно и вы хотите подняться на самый верх, вот туда, к пушке, это можно сделать с бесплатной экскурсией, которая проходит там трижды в день. В 11, в час 30 и в 3. Как все заброшенное в Нью-Йорке в конечном итоге превращается в элитное жилье или гостиницы, может и из крепостей когда-нибудь сделают элитные квартиры. А вы бы жили в такой? Для любителей странных и непонятных штук под названием «современное искусство» советую заглянуть в местный арт-центр, где эти самые штуки можно не только увидеть, но и потрогать. Гениально! Помимо современного искусства, еще тут можно просветиться на тему экологии и детально изучить состояние прибрежных вод. Ну и вот этих вот лохнесских чудовищ, которые там, по-моему, очень даже неплохо устроились. В общем, здесь каждую неделю что-то происходит, поэтому следите за расписанием и резервируйте места заранее. Ну, как только карантин закончится, сразу начинайте. Если же вы устали от культурного просвещения и вообще городская жизнь вам не в кайф, тогда добро пожаловать в коллективный ретрит. И тут, как в старой доброй сказке, налево пойдешь, в бар попадешь, направо – в очень даже неплохой ресторан. Только не забудьте позвонить заранее и зарезервируйте столик. Вообще, конечно, идея пожить в палатке, да еще и в Нью-Йорке, довольно привлекательная, но учитывая количество паромов, вертолетов, проплывающих и пролетающих мимо острова, конечно же, полностью абстрагироваться от городской суеты у вас вряд ли получится. Как по мне, в городе лучше оставаться городским сумасшедшим, тем более, что и тут остров вам в помощь. Зиплайн детский, но вполне доставит и взрослому, особенно если успеть разглядеть Манхэттен за все эти прекрасные 10 секунд полета. В принципе, я готов это сделать еще раз. Если все из вышеперечисленного вас по какой-либо причине не впечатлило, ну, я не знаю, ну поваляйтесь хотя бы в гамаке, что ли. Вот это жизнь вообще. Лежишь себе, загораешь, а люди в Манхэттене работают.
В общем, будьте готовы к тому, что в будний день все здесь закрывается гораздо раньше обычного, вот, поэтому с едой здесь может быть напряжно. Вот, поесть тако в этом прекрасном тако-кафе с видом на даунтаун у меня не получилось, вот, но зато мне досталось пиво, так что ваше здоровье. Главное теперь не опоздать на последний паром. Не рискует, только пьет, в этом случае пиво. Все,